Всем привет, друзья! Сегодня готовлю лимонный тирамису. Это такая популярная, освежающая летняя версия итальянского десерта с яркой цитрусовой пропиткой на основе свежевыжатого апельсинового сока с добавлением ликера лимончелло. Ликер 17% алкоголя. Продукты для приготовления тирамису можно приобрести в любом супермаркете и приготовить самостоятельно. Можно использовать уже готовое печенье, называется оно савойярди, но мне больше нравится тирамису на основе бисквита. Для бисквита мне понадобится 6 средних яиц. Все продукты для приготовления бисквита должны быть комнатной температуры. Добавляю сюда щепотку соли, 200 грамм сахара и все это взбиваю в пышную пену. Яичная масса должна увеличиться в 2-3 раза. Яичную смесь взбивала где-то около 5 минут. Добавляю сюда 250 грамм просеянной муки. Мука под номером 405. Чайная ложка разрыхлителя. Мне нравятся бисквиты с легкой кислинкой, поэтому добавляю сюда 2 столовые ложки свежевыжатого лимонного сока и 4 столовые ложки холодной воды. Вода кипяченая. Еще раз хорошенько пройдусь силиконовой лопаткой. Бисквиты буду выпекать в прямоугольных формах. Размеры форм опишу под видео. Форма, застеленная пекарской бумагой. Тесто нужно будет разделить на 2 равные половины. Выпекать буду в заранее разогретой духовке на 175 градусов. Время выпечки засеку. И с помощью силиконовой лопатки бисквиты равномерно распределяю по всей форме. Отправляю в духовку. Пока выпекаются бисквиты, приготовим лимонный заварной крем на основе пудинга. В пакетике 37 грамм порошка, пудингового порошка.
45 грамм сахара, щепотка соли, 25 миллилитров свежевыжатого сока. Прежде чем добавить сок, размешаю сухие ингредиенты. Лимонный сок регулируйте по своему вкусу. Этот крем получается такой с легкой, приятной кислинкой. Если нравится кислоты побольше, добавьте 45 миллилитров лимонного сока. Добавляю 325 миллилитров холодной воды. Приготовленную смесь процеживаю через сито и ставлю на плиту. Крем при постоянном помешивании нужно будет довести до кипения и проварить где-то около 2 минут после закипания. Как только пудинг достигает определенной температуры, выше 70 градусов, он начинает очень быстро завариваться. Вот посмотрите. После закипания крема обязательно проваривайте около 2 минут, чтобы крахмал хорошенько заварился. Приготовленный крем нужно будет хорошенько остудить, для того, чтобы крем сверху не покрылся корочкой при остывании. Его можно накрыть пищевой пленкой в контакт с кремом или периодически помешивать. Бисквиты готовы, я их выпекала ровно 25 минут. Готовность бисквитов можно проверить с помощью деревянной шпажки. Кому-то понадобится больше времени, кому-то меньше. Это зависит от особенностей вашей духовки. Посмотрите, бисквитики очень красиво подзолотились. И теперь бисквиты нужно хорошенько остудить. Они тоненькие и остывают очень-очень быстро. Пока остывают бисквиты, приготовим крем на основе маскарпоне и сливок. Продукты должны быть все одной температуры, охлажденные. 200 мл жирных сливок жирностью 35%.
щепотка соли, 5 столовых ложек сахарной пудры. Сахарная пудра по вкусу. Если вы сладкоежка, добавьте побольше. Взбивала где-то около 1 минуты. Теперь добавляю сюда 2 чайные ложки загустителя для сливок. К взбитым сливкам добавляю 200 грамм сметаны жирностью 30%. «500 грамм маскарпоне». Все хорошенько перемешиваю с помощью силиконовой лопатки. Добавляю сюда 250 миллилитров лимончелло. Все хорошо перемешиваю. В итоге получается очень мягкий, нежный, воздушный крем. Приступаем к сборке десерта. Охлажденные бисквиты буду пропитывать свежевыжатым апельсиновым соком. В сок добавляю 1 столовую ложку свежевыжатого лимонного сока и небольшое количество ликера лимончелло. Все хорошенько перемешиваю. Десерт формирую в той форме, в которой выпекала бисквиты. Дно формы смазываю небольшим количеством крема. Укладываю бисквит. Бисквит пропитываю апельсиновым соком с добавлением лимончелло и лимонного сока.
Распределяю лимонный заварной крем, половину лимонного крема. Поверх лимонного крема половина маскарпоне крема. Посмотрите, бисквит очень хорошо впитывает пропитку. Для приготовления пропитки мне понадобилось вот таких вот 3 крупных апельсинчика. Десерт готов. Перед подачей я его еще украшу цедрой лимона. Можно также сверху посыпать белым шоколадом. Десерту нужно будет дать хорошенько охладиться и стабилизироваться. Отправляю в холод приблизительно на 5 часов. Охлажденный тирамису украшаю сверху цедрой лимона и апельсина. Украшение по желанию. Можете также украсить белым шоколадом или дольками лимона. А теперь посмотрим, как тирамису у нас выглядит в разрезе. Процесс доставания десерта, к сожалению, был не снят. У меня отключилась камера. Вот, посмотрите, как десертик выглядит в разрезе. Я, к сожалению, не дала ему подольше постоять в холодильнике, поэтому крем держится еще пока не плотненько. Рекомендую дать
стабилизироваться крему, постоять около 6 часов. Но вкус десерта от этого не меняется. Он очень вкусный, мягкий, воздушный, нежный, ароматный. Непременно попробуйте испечь и вы. На сегодня все. Всем пока и до следующих встреч в новом видео.